хорошо, что вы пришли. Мистер Казарян позвонил моему отцу, обещал меня защищать и запер меня тут в целях безопасности. Я чуть не подох от скуки, ешь же. Я решил скромно закусить и заказал 10 пиц с мясом вымерших птиц, инкрустированных по краям бриллиантами, а запил коньяком. Тут в баре нашел. Неплохой. Хотя у нас дома лучше. Это же коллекционный армянский коньяк 200-летней выдержки. Вай, не знал, что он такой старый. Наверное, прокис давно. Садитесь, я угощаю. Ты же понимаешь, что уходить в отказ бесполезно? Раз уж ты здесь, то твоя участь может быть облегчена, если ты будешь сотрудничать с нами. Порка Мадонна, я ничего не скажу, а у вас скоро будут большие проблемы. Я знаю способ, благодаря которому любой молчун разговорится. Отойди. Ну же, Раста, расскажи нам о своих проделках против Вавилона. Ничего вам не скажу. Не скажу. Рудбой, расскажи нам, куда ты шел? Я шел спасать свою честь от этих уродов, что издевались над моим сыном. И я приехал их всех замочить. Но они замочили нас почти всех. Это было как в 98-м, когда мы замочили семью Чичо. Вы не представляете, как весело было убирать конкурентов. Одного мы замариновали вместе с грибами и отправили его детям на Рождество. А другого повесили на антониме из банка, и он там болтался как паяц, пока не надел штаны и не отдал концы. Он не хотел уступать нам часть героинового рынка. Ну ничего, мы подняли потом на это много бабла, Мадонна Мия. А еще, может, я любил наряжаться в женскую одежду. У меня уже диктофон переполнен. Довольно, довольно. В камеру его. Агент Шмалевич, ты меня удивил. Когда тебя отправят на Аляску, я, может быть, даже буду тебе присылать открытки с видами Вашингтона на Рождество. Только выбирай открытки потоньше, чтобы из них можно было скручивать косяки, Раста. Мисс И, в чем дело? Я готов был купить товар. Ты идиот, Генри. Ты не почувствовал подвоха и едва не попал в ловушку. Поблагодари же спасение потом. А может, обсудим нашу сделку за чашечкой кофе? Какие у тебя очаровательные союзники. Я бы с радостью выпила кофе, но это не сделка, а классическая западня. Чем меньше барыг будет, тем лучше. Меньше народа потравится наркотой. Может напомнить про то, что этот самый народ сам покупает у таких, как я, дурь. Мы их не заставляем. Боюсь, я бы возразил. Пока есть спрос, всегда будет и предложение. Какая разница, скольких вы арестуете или убьете? Тут же, как грибы после дождя, вырастут новые дилеры, производители. Этот бизнес стар как мир, и он погибнет только вместе с цивилизацией. Так будем же цивилизованными людьми и решим вопрос без кровопролития. Без этого не обойдется. Уж прости. Сдавайся, Белла! По-хорошему прошу. Ты не в том положении, чтобы мне угрожать. Отпусти меня! Ты знаешь, что мой кузен порвет любого! Может тебе напомнить, что ты и твой кузен
живете в достатке только благодаря моему отцу. Он отдал вам свой бизнес, а я легко могу у вас отобрать как ваше дело, так и ваши жизни. С тобой поговорим позже. Джаньян, уведи Носатого и пенсионера подальше отсюда. Хочу потолковать со старыми знакомыми с глазу на глаз. Пойдем за мной. Софи, мистер Джей, тревога! Это радикальные сионисты! Шайтан! Уже. Это люди мисс И. Магомед, Софи, прячьтесь! Отведайте коньяка Молотова! Магомед, держи оборону тут, я зайду с фланга. Вот и пригодился папин бильярд. Спасибо! Быстрее уходим! Плакали мои фигурки пони. Что? Я их по всему городу собирал. Джей, у моего отца серьезные проблемы. Где он? Не хочу тебя расстраивать, но дело дрянь. Наши друзья в опасности, Растряда сумела прорваться в офис Зогр. Чтобы я отвел вас подальше в лес, но не сказала, чтобы я оставлял вас в живых. Обожаю слышать предсмертные хрипы. Жаль, глаза мои ничего не видят вот уже много лет. Стой, старый болван! Впереди овраг. Да, и преогромный. Не дай бог вы что-то задумали, паршивцы. Ладно, свернем направо. На какое право? На твое или наше? Мы к тебе лицом стоим. Да какая разница? Разница есть, и очень большая. Что? Твое право – наше лево, а наше право – твое лево. Вот смотри, слева от тебя я, но слева от меня не ты. И справа от меня тоже не ты. Вопрос, где ты? Я в лесу? Наверное. Черт, засранцы, мы что, заблудились? Ну, разумеется. Думаю, мне нужно найти право, а мистеру Ли лево. Твоя задача стоять тут на месте. Будешь нашим ориентиром. Когда найдем лево и право, крикнем, и ты будешь знать, куда идти. Дьявол, ищите уже!
искать лево и право. По-моему, эти засранцы меня обманули. В следующий раз не буду их слушать. Красивый вид. Но вы бы видели, какие у нас горизонты. И что же там удивительного? Там же один песок. Но какой! Алло? Джей, это тебя. Сделка сорвалась. Мы с твоим дядюшкой смогли выбраться, но Заграб и Браво сейчас в заложниках. Вот дьявол! Агент, дайте дядюшку. Не могу. Зэй, мы едем. Мистер Ли, мы уже в городе. Я возьму из этой малышки все. Короче, парень, нужно встретиться. Езжай на площадь Легиона, там все обсудим. Кто это был? Хорошая новость. Они живы. Пока что. Но нам нужно срочно встретиться с федералом на площади Легион. Мистер Ли, еще одна такая... поездка, и у меня желудок откажет. Как тогда в Никарагуа, когда я обожрался этих сраных жареных тритонов. Зэй, рад тебя видеть. И я тебя, дядюшка, но давай не сейчас. У нас важное дело. Какое дело? Кто-то попал в беду? Вообще-то мой отец. Не волнуйся, мы спасем его. Агент Харди уже придумал план. Ну как бы нет. Я не знаю, что нам делать. Вы же федерал. Наверняка можете вызвать спецназ. Исключено. Мне уже не выделяют ни спецназ, ни денег на сделки. И на бензин тоже. Раз у мистера Казаряна серьезные проблемы, я готов вам помочь. Серьезно? Вы сможете помочь? Конечно могу. Арабские деньги позволяют. Даже не буду спрашивать как. Недалеко от Cypress Flats живет пара моих ребят. Злее их я никого не встречал. Отлично. Нас уже 7 человек. Осталось разработать план. Я могу взять план на себя. А ты арабские деньги. Веди нас к своим ребятам. Добрый вечер, директор Гибсон. Фу, вы когда последний раз мылись? Из-за вашего Джексона я не вылазил из кабинета. Что с ним? Он вам больше не помешает. Можете спать спокойно. Вы помните наш уговор? Мне нужны связи в правительстве штата, рычаги давления на полицию, то есть все, что вы сможете предложить для расширения моего бизнеса. Это я могу устроить. Я уверен, вы знаете, сэр, что конкуренция в этом городе очень большая, поэтому ваших связей будет недостаточно. Мне нужен сдерживающий фактор. Мне нужен оружейный арсенал бюро. Что? Вас жаба не задавит? Ну, может и не жаба, может и не задавит. Неважно, меня же посадят. Это уже не мои проблемы. Даю вам время на раздумье, Гибсон. Советую не выходить за пределы офиса. Я домой хочу, ванную принять. Привет вашим вшам. Я все сделал, как ты сказал. Он в панике и боится носа высунуть из своего кабинета. Отлично. Держи меня в курсе и записывай. Отбой. Прошу прощения, это по работе. Магомед, а где твои парни? Они уже тут. Вай, братва!
Ну что, садитесь. Погодите, нам надо спрятать Софи. Я поеду с вами, и это не обсуждается. Там мой папа, и я спасу его. Тебя-то я спасла? Ну ладно. Ее папаша меня убьет. Агент Харди, как насчет плана? По дороге придумаем. Есть пару мыслей. А, неразлучная парочка. Норрис и Шмалевич. Давно вас не было, уже надеялся вас никогда не увидеть. Думал, пропали. Или, может, разбились, а может, утопились. Ладно, зачем пришли? Спешим вам доложить, сэр, что мы поймали известного гангстера Дона Панталоне, который подозревается во многих преступлениях, в том числе и наркоторговле. Агент Шмалевич... Твою... Раста, у тебя китайская подделка. Она не работает. Молись, чтобы он заработал. Раста, он не работает. Вы мне уже надоели, клоуны. Пошли вон. Готовьтесь к отбытию на Аляску защищать пингвинов. Или белых медведей. А может и не белых, а может и не медведей вовсе. Короче, видеть вас не хочу. Вы свободны. Раста, не расстраивайся. Ты... Я мечтал поехать в Вашингтон, охранять президента и Белый дом. Я лизал жопу своему боссу, чтобы он перевел меня сюда. Таким образом, я смог бы подобраться поближе к Вашингтону. Но ты все испортил. Как тебя вообще взяли в бюро? Ты же законченный травокур! Упорыш! Раста, я... В жопу иди, черномазый. Ненавижу! Знаешь что? Сам не лучше. Из-за какого-то диктофона меня так оскорблять. Чертов расист! Из-за какого-то? Там была вся моя карьера. Да и не только в диктофоне дело. Ты все время лажаешь. И только и делаешь, что дымишь свою дрянь. Ты торчок сраный. Ах так? Да ты техасский жополиз! Только и умеешь кататься на лошади и яйца чесать. Вавилон тебя побери! Почему все пошло так за граб? Из-за нашей принципиальности и отстаивания наших точек зрения мы стали непримиримыми врагами. Порой мозг желает твоей смерти, но рука не поднимается. Будто какая-то часть моей души простила тебя за то, что из-за тебя я обезображена. Что из-за тебя мой отец гниет в тюрьме. Что из-за тебя я поднимала свою наркоимперию с нуля. Похоже, твой мозг солидарен с твоей душой, Белладонна, раз уж я еще жив. Несмотря на все это, рада была тебя увидеть. Но я буду вынуждена скормить тебя рыбам. Ой, надоели вы мне, сопли развели, де пута мадре! Сколько раз тебе говорили, Диего, не выражаться в присутствии дамы? Ты где пропадал битый час? Я не обязан отчитываться пред тобой. Говори уже. Ну, допустим, я был в лесу. Допустим, я вел пленных на расстрел. И, допустим, они сбежали. Идиот. Парни, заряжайте пушки. Будем готовиться к обороне. Так, стоп-машина. Ярдов через 200 будет место сделки. Агент Харди, напомните про план. Для особо одаренных повторяю, в первую очередь мы убираем охрану по периметру. Этим займусь я. Магомед, ты и твои парни займитесь остальными. Джей и Софи, воспользуйтесь моментом и освободите Заграба. Вай, все будет идеально. Я должен предупредить вас еще об одном, друзья. Остерегайтесь усатого трясца в очках-оберете. Он очень опасен.
Согласен. С Богом. Здрасте, шеф. Софи, Джей, что вы тут делаете? Пришли спасать вас. Вам надо бежать. Так. Кто это тут у нас воскрес из мертвых? Джей, я рад, что ты жив. Последний шанс. Присоединяйся к нам, или мистер Чен все-таки украсит твоей головой. Чен? Какой Чен? Из Гонконга? Он. Джей ограбил мистера Чена и сбежал сюда. Джей бы очень пригодился нам в триаде. Ты не мог мне раньше это рассказать, идиот. Я не отважился, мэм. Стоять! Обожаю слышать, как люди захлебываются собственной кровью. Ну ушли отсюда! Здесь тренируется Абаракзи! Джаньян! Хусейн здесь! Убейте его! Софи, Папа! вызывай скорую, спасай папу. Заграб! Да. Держись, папа. Догоните. Диего, а ты куда собрался? Пута мадре! Пошли вы все в жопу! Я сваливаю! А, хрен с ним. Алло? Скорая? Смотрите! Яхта Генри! Скорее! Стойте! Генри? Я больше не могу, парни. Я сдаюсь. Клянусь памятью моей мамы. Сдаешься? Я все скажу. Скажу, где убежище. Связи И. Только, пожалуйста, яхту мне мою оставьте. Ты подвел меня в последний раз, Генри. Я думала, что главной угрозой моему бизнесу будет именно заграб. Но с этой минуты ты нажил себе смертельного врага, Джейли. Тебе удалось провести меня, но впредь я этого не допущу. Выходи, ведьма! Ты не просто мелкая, жалкая рыбешка. Это понял бедный глупый Генри, а теперь поняла и я. Будь уверен, малыш, ни Чен, ни кто-либо другой не узнает о том, как ты погибнешь. Я тебя переиграю и уничтожу. Эй! Упустили. Бесполезно. Черт. Это за не снайперка. Из винтовки я по ним тоже не попаду. На море слишком сильное волнение. Софи, это Джей. Как там заграб? Привет, все в порядке.
Мы в больнице. Палетта, ему стало лучше. Тут и дядя Хуан рядом. Он тоже приходит в себя. Рад за вас. Правда. Софи, мы скоро будем. Давай, чао. Поздравляю, малец. Теперь ты главный враг мисс И. Вот видишь, дядюшка, хоть чего-то в этой жизни я добился. Ай, красавчик! Благодаря тебе мы избавились от радикальных сионистов. И я, наконец, смогу вернуться к отцу домой. Пусть Аллах дарует тебе богатство при жизни и 72 гурии после. Хочется сказать, что при жизни они ему не светят. Шалом, сын вавилонской блудницы. Ах, шайтан, ты совсем охамел, жирная морда. Мне так и передают, что все мои мальчики в Сан-Андресе таки мертвы. И что же вы думаете? Это сделал таки твой сыночка, Магомед, чтоб его сутулые собаки драли после такого. Смерть тебя ждет, Аладдин. Тебя и твоего гаденыша, чтоб он таки родился обратно. Ах ты сын свиньи. Если ты настоящий мужчина, поднимай свой жирный зад и давай встретимся один на один. Я тебя зарежу, скормлю собакам, а потом зарежу этих собак. А мечтать не вредно, Шлимазл. А ну пойдем разберемся наконец. А потом я подарю твой череп своему внуку Яше на бар-мицву. Чего? Все это время? Так близко? Чтоб я сдох у синагоги? Мы шо, таки соседи?